Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое предлог, производные, непроизводные, наречные отименные и отглагольные предлоги. Рассмотрим простые, составные и сложные предлоги. Узнаем, как отличать приставку от предлога. Предлог – это служебная часть речи, которая стоит перед словами, изменяемыми по падежам, служит для связи слов в предложении. Предлоги не изменяются и не являются членами предложения. По происхождению предлоги делятся на непроизводные и производные. Непроизводные. Например, у, к, без, в, до, для, за, из, кроме, между, на, над, о, по и другие. Например, без ужина, для радости, на крыше. Производные делятся на наречные, отименные, отглагольные. Наречные произошли от наречий, например, около, возле, отименные. А результат перехода существительных в состав предлогов, например, насчет, ввиду, в продолжении. Отглагольные связаны с деепричастиями, например, благодаря, несмотря на, невзирая на, включая, исключая и так далее. По составу делятся на простые, составные и сложные. Простые состоят из одного слова, например, с, около, вблизи. Составные состоят из нескольких слов, например, в связи, за счет, впредь до. Сложные пишутся через дефис, например, из-за, из-под, по-над, по-за. Например, из-за облака, из-под подушки, по-за домами. Рассмотрим предлоги, которые пишутся слитно. Это ввиду, вместо, внутри, вроде, вслед, вследствие, навстречу, наподобие, наперекор, напротив, насчет, невзирая на, несмотря на, посередине, посредине, посредством, сбоку от. Пишутся раздельно. В виде, в деле, в заключение, в меру, в области, в отличие, в отношении, в продолжение, в связи с, в силу, в смысле, в течение, в целях, за исключением, за счет, по мере, по поводу, по причине. Пишется через дефис, из-за, из-под, по-над, по-под. Давайте рассмотрим, как мы можем отличить приставку и предлог. Предлог пишется отдельно от слова. От предлога к слову всегда можно задать вопрос или вставить между ними еще одно слово. Например, колобок покатился по чему? По полю. Подушка лежит под чем? Подушкам. Или под чем? Под осиной. Приставка пишется слитно со словом. Приставку и корень разделить вопросом нельзя. Например, подосиновик. Также следует различать следующие выражения. Например, в течение. В чем? В течение реки. Как долго? В течение года. В чем? В продолжении книги. Как долго? В продолжении года. В чем? Вследствие по делу. Не был. Почему? Вследствие болезни. Иметь в чем? В виду. Иметь в виду. Почему? Ввиду плохой погоды. Шел как? Несмотря под ноги. Вопреки чему? Несмотря на дождь. То есть здесь мы видим, что в зависимости от смысла предложения изменяется правописание слова. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо выбрать правильное написание словосочетаний. Например, в течение реки, в течение часа и так далее. Обязательно напишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Я вам желаю больших успехов в изучении или повторении правил русского языка. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!